Так, начнем. Так. У меня вот здесь все ли настроено? Вкладка первая, вторая. Давайте-ка посмотрим. То, что за монета DEX. Я, наверное, ее позавчера смотрел. Так, что у нас сегодня по движениям? Так, это первая у меня вкладка по объему. Те, которые прошли, кажется, за 15 минут, больше всего объем. Биткоин. Биткоин, эфир. Это по стандарту. Так, смотрим на сами графики. Я в первую очередь ищу монеты, которые, как мне кажется, я понимаю логику их движения. Которые с большей долей вероятности я могу понять, почему и куда цена пойдет. Так, вот на Solana интересная ситуация. Она сейчас возле такого зеркального уровня поддержки. Тут люди могут заходить в лонг. Так, запомним Solana. Так, и изменения. И вот вторая котировка, по которой я смотрю на скринере. Точнее, не котировка, а второй фильтр, по которому я смотрю на скринере графики. Это изменение цены за час. То есть, чем больше изменения цены в процентном соотношении, тем больше вероятно, что они попадут в эту хуйню. Ладно, плохо сформулировал. Так. Смотрим. Тут июня. Кстати, давай открою-ка я Solana. Сразу же, пока не забыл. Первая монетка пусть будет у нас Solana. Solana это. Угу. И немножко подправить график. О, кстати. Че вот это за хвост был? Интересно. На минутке он есть? Нету. Странно. Ну ладно. Пусть тут будет Solana. Если будет какое-то замедление движения и плавный поход вверх, то уже буду рассматривать точку входа на шорт. Позже объясню логику, если она будет все идти по сценарию. Так, смотрим. ССВ. Июня. Я ищу ситуации, в которых люди начинают активно торговать. Дего, кстати, вот что-то вообще непонятно. Нужно его больше открыть, рассмотреть. Дего. Опа. Интересно. Вот такие я люблю смотреть графики, когда она летает все. Даже малейшие движения на графике, они хорошо дают по процентам. Вот сколько? 2%. Вот это небольшое движение. 2% уже дают. Отлично. Посмотрим. Так. Форум. Форум тоже так страшно смотрится. Не очень большое желание здесь лонговать, поэтому давайте откроем, посмотрим, может зайдем мы в лонг. Форум. Мгм. Вот, кстати, если вот эту минутную свечу прям жестко вкатает, очень быстро, желательно, и тут будет какая-то остановка снизу, чтобы люди начали бояться, начали активно заходить в шорт,
потому что будет ощущение, что прямо сейчас будет какой-то резкий обвал, плюс отличный знак. Была похожая ситуация, было какое-то падение небольшое, резкий выкуп, и после этого жестко задампили цену. Если тут также именно вот этот рост начнут вкатывать, может какое-то подсознательное сыграть у людей, как мне кажется, и также начнут активно заходить. Тут сколько в процентах? Тут, кстати, в процентах не такое большое движение, поэтому чуть больше объем возьмем. Форум. Так, что тут Solana у нас была? А, Solana. Solana шорт. Так, я не заходил. По сценарию она не дало мне зайти в шорт. Поэтому по Solana отмена. Так, остальные подождем. Форум в лонг хотел, но в лонг, чтобы зайти, мне нужна моя формация, чтобы она начала вкатывать. Только после этого я буду заходить в лонг. Смотрим, смотрим, что тут, может, что еще упустил. Так, июнь мне показалось интересной, но там какая-то непонятная ситуация. Можно в теории в лонг зайти, потому что остановка цены. Можно и в шорт. Падение сильное было, никаких резких выкупов нет, и люди могут тут и в шорт заходить. Поэтому точно я не знаю. Давай открою, наверное, график июня, просто чтобы посмотреть. Solana это сколько она прошла? 0,5%. Для Solana это неплохо. Так, июнь. Июнь. Открываем, смотрим. Так вот, кстати, на часовике она подошла к какому-то уровню. Но тут слишком мало для меня информации. Я подождал, посмотрел бы, что дальше будут рисовать. Так, тут также пока непонятно, я ждал бы. Ну, здесь, по идее, сколько прошло? Они еще стопов никаких не собрали, даже если вот здесь люди заходили в шорт, то примерно средний стоп, как мне кажется, у людей 1%. То есть вот за этот хай. Даже если я буду заходить здесь в лонг, то take profit буду ставить вот за перехай, потому что в теории там стоят стоп-лоссы по моему анализу. Сейчас посмотрим. Главное, чтобы оно как-то медленно и плавно начало идти вниз. Или же наоборот, очень быстро. Ну, какое-то среднее движение не приветствуется, скажем так. Что-то такое. Можно убрать? Нет. Ладно. Так, это биткоин полетел, эфир, ну и Solana за ними. Понятно, почему Solana решила быстро уйти. Так, доги. Все немножко упало. Кстати, в то время как основные монеты типа биткоина и эфира упали, я обращаю внимание, что вот этот форм начал отрастать. Вот это движение. Не знаю, как пока это можно подвязать, но я это обращаю внимание и запомню. Так. Тут пока все нормально идет. Давай-ка я... У меня пока есть 3 окна с такими настройками, как я торгую. И другие окна, которые я не настраивал, они от какого-то там другого трейдера, я конфигурацию скопировал.
и от нее уже отталкивался. Поэтому, наверное, я сейчас сделаю больше окон. Больше. Так, дублируем. Дублируем. Давай позакрываем вот эти вкладки. Но пусть они еще немножко будут, потому что, может, я еще, когда буду что-то вот такое перестраивать с другим оформлением. Почему вот эта вот цена не уходит? Кстати, не знаю, как закрыть, может, потом разберусь. Так, давай так. Какие у меня цвета заняты? Оранжевый, синий, желтый. Оранжевый, белый, синий. Мгм. И вот здесь. Вот здесь изменить цвет. Ну, это такой зелененький какой-то. Или это бирюзовый? Точно не уверен. Так. Теперь посмотрим, не сохранилось ли. Так, мы открываем здесь какую-то монетку. IO. IO. Форма. Форм. А тут-то, если я поменяю на эту монету, все отлично работает. Теперь переименую на монету 4. Монета 4. Скопируем. Переименовать. Монета 5. Отлично. Так, что тут у нас? Вот здесь уже интересная информация. Скорее всего, буду заходить по ней. Как я и говорил, цена начала двигаться вниз, но мне нужно, чтобы больше страха было, более какие-то резкие движения или там начал начал обваливаться без откатов. Короче, прям чуть больше страха, потому что именно вот эта постановка вот здесь дает надежду или это как бы возможность, что мы будем отрастать. Но с другой стороны, если ее жестко вкатают сейчас, то это будет наоборот знаком для толпы в заход шорт, так как показало малейшее какое-то движение вверх, его сразу катали, это будет сильным движением, сильным знаком на поход в шорт. Поэтому ждем. Если вкатает быстро, то будет отлично. Это будет еще плюс один знак для входа в лонг. Так, и я хотел добавить, кажется, еще одну монету какую-то посмотреть, но я не уверен. Так, тут у нас начала двигаться еще монета. Я вспомнил. Я здесь уже не видел никаких прям интересных ситуаций. Я думал начать смотреть просто по стакану с котировками. По списку с котировками. Так. Мгм. Давайте пойдем по росту просто. Так, монета стоит на хаях. Был жесткий вкат вниз. Но цена так и не обвалилась дальше. Если начнется какое-то плавное движение вверх, думаю, вот здесь могут заходить люди в лонг. Ну да, если вот это накопление небольшое пробьется вверх, и тут начнут как-то заманивать толпу лонговать, то я просматривал примерно вот с этой зоны шорт.
Плюс те, кто вот здесь луну шортят, стопик при плюс-минус процента. Процент это аж вот здесь, далековато. Ну, запомним, ладно. Дальше посмотрим. Тут также на хаях остановка цены. Но тут именно вот жесткий прилив случился только что. Так, тут бы не упустить. Так, смотрим. Интересный этот откат. Часто после таких проливов, либо вот, кстати, как вот здесь, тупо идет рост без откатов, либо же начинает что-то другую совсем картину рисовать, но здесь я что-то не понимаю, поэтому этот график, наверное, скипаю. Может, позже посмотрю, если как-то для меня картина прояснится. Тут, кстати, красивый очень уровень. И прямо сейчас подошло к нему и остановилось. Запомним. Что тут по процентам? Процент, вот это небольшое движение. Очень волатильный график. Аниме. Аниме на хаях также. Ну, мы, в принципе, смотрим графики, которые больше всего рос за день. Редко сюда попадают те, кто не на хаях. Так. Ага. Такие не люблю, когда цена прям внутри. Есть какой-то рейндж, где цена торгуется, например, там 3,5%. И цена внутри прям ходит. Такие я не особо люблю торговать. Мне нравится, когда именно там пробивает хаи или начинается там какой-то разворот прям возле вот этих зон сопротивления поддержки, то я больше в них люблю торговать. Это больше понимаю ситуации и логику движений. Так, смотрим. Тут мне что-то не нравится. Тут интересный график в похожих ситуациях. Часто он пробивается вниз. Так, давай-ка посмотрим. Я бы ее себе оставил, эту монетку. Что тут у нас? Тут у нас замедлилось. Я думал, перед большими движениями какими-то, наоборот, график начинает больше как-то агрессивнее двигаться, даже если рейндж сохраняется, то начинается свечи вырастать. Тут наоборот как-то замедлилось. Так что прям быстрого выхода пока не жду. Но я все же надеюсь, что будет какой-то вот такой там плавный рост вот сюда, потому что мало ли на любых боковиках заходят и в лонг, и в шорт. Просто большее количество игроков все равно заходит в определенную сторону. Здесь, как мне кажется, толпа шортит. Но даже те, кто лонгует, то вот какой-то там стоп в 0,5% не поставили как минимум вот сюда. Так что плюс, если цена движется резко вниз, мы дополнительно выбиваем стопы. Плюс те, кто сомневались, пойдет ли вверх или вниз, перестают сомневаться, начнут заходить вот здесь. У них будет включаться фома.
И вот здесь, в принципе, хорошая точка входа для лонга. Плюс где-то с этого мы берем сколько? 1,5%? Ну да, 1,5%. Я, наверное, стоп ставлю где-то процент и будет 1,5 соотношение. Я примерно такое обычно и беру. Там 1 к 1, 1,5, иногда 1 к 2, 1 к 3, но это намного меньше сделок, чем вот такое соотношение. Так, но тут нужно еще подождать. Вот тут чем-то похожая ситуация. Также был резкий импульс вниз. Небольшой откатик и плавное движение вниз. Но тут очень какие-то большие движения. Вот просто там 3-4%, если снизу, даже больше, 4,5%. Просто какие-то очень большие движения. И тут сложнее мне предсказать. Поэтому я не знаю, на эту монету я сильно пока не делаю ставку. Так, тут у нас начался безоткатный рост вверх. Вот пока это прям ростом сложно назвать, потому что всего там 0,5% выросло. Но как минимум вот такую наклонную какую-то структуру сломали. И это все видят. Поэтому тут уже в шорт будут не так активно заходить. Тут мы ждем. Вот эта монетка, которую я отметил наблюдать. Да. Сколько она дала? Процент. Процент за минуту или две. В принципе, тут бы можно зайти еще быстренько. Зайду-ка я здесь в шорт. Чисто потому, что логика у меня была шортить, и здесь сохраняется отличное соотношение. То есть даже если я зайду, тут я на большую сумму не хочу захватить, но тут соотношение очень хорошее, потому что я жду вообще пролива вот ниже. Тут 1 к 3, 1 к 4 даже получается. Тут соотношение хорошее и общая логика, то, что график пойдет вниз, сохраняется. Если сейчас начнется откат, то люди начнут заходить в лонг, и вот здесь начнут, в зеркальном уровне, ниже начнут заходить в лонг. Так что тут есть возможность набрать лонгистов и пойти вниз и их побрить. В одном только случае я ловлю стоп, если она безоткатно летит вверх. Но если начнутся откаты, то там начнет толпа заходить, и уже логика не так сильно работает, чтобы гнать цену вместе с толпой наверх. Так, все, пусть эта сделочка будет не быстрая, мы просто подождем. Take profit примерно, кстати, примерно вот, наверное, для снятия стопов. Есть какая-то ли здесь круглая цифра? Круглой цифры нет. Я думал, может, люди будут прятать за какое-то круглое число. Но, похоже, тут просто за вот этот минимум. Поставлю профит 14.72. Кстати, 655 монет. Я профит ставлю обычно лимитками, а не тейк профитом как заявкой. Чисто потому, что заявки стоп-лосс, тейк профит, они могут не сработать, если цена резко летит вверх или вниз, а заявки закрываются практически моментально. 655. 655. И где я говорил, 14.72. Вот, заявочку поставил. А, кстати, сейчас посмотрим на take profit. Стоп у меня $1. Если я здесь закроюсь, то примерно 3,5, да. Тут соотношение 3,5 к 1. Отличное соотношение.
Но такие, как эта сделка, у меня меньшинство. Как по иронии, я первую сделку, которую снимаю, вот такую. Но запомним такую информацию. Тут чисто зашел из-за соотношения очень хорошего. Но это очень слабый фактор, чтобы заходить. Больше меня, скажем так, также меня подтолкнуло здесь зайти. То, что... Сейчас, секунду. Объемы выровняю. Так, так, так. Все, красиво. Так, также мне здесь подтолкнуло зайти только то, что был резкий импульс. Именно на резких импульсах люди обычно еще много не заходят. Плюс цена дальше не начала резко двигаться вверх. Это тоже немаловажный фактор. И, как я говорил, вот такие формации, которые цена летит, небольшой откат, остановка. И на этих остановках часто заманивают людей торговать в лонг. Если все сохранится в такой же формации и не будет там резко безоткатного движения, то все шансы забрать здесь профит. Мгм. Здесь пока, кстати, очень хорошо идет. Возможно, началось то движение, которое, как говорил я, вот здесь где-то безоткатное плавное движение вниз. Людей тоже тогда в них включается фома и начинают торговать. Ну, тут, ну, кстати, круглое число 2,8. Нужно заходить либо на его пробитие, либо перед ним. Тут вопросик. Ставят ли люди стопы take profit вот здесь? Сколько это в процентном соотношении? Полпроцента где-то. Полпроцента. А какие плечи на эту монету? Эта монета не очень популярная, так что где-то 20 максимум плечо. С 20 плечом на полпроцента это они 10% профита висит у них. Так что, ну, не очень большое. В теории можем и пробить 2,8. Может здесь зайти на повышенный объем двумя сделками, один открыть перед. Если пробьем и будем возвращаться, открыть вторую часть. Но пока я не уверен. Будем наблюдать. Посмотрим, как цена будет подходить, двигаться. Тут какая-то странная ситуация. Мне такие графики нравятся, но я не до конца их понимаю. Логику. Почему идет вот здесь, даже если стопы стояли, то их немножко собрали вот этими двумя свечами. Но не знаю, не знаю. Просто нравится за этой монетой наблюдать. Так, тут. Это монета минус, это она мне что-то вообще не нравится. Глобально мне также кажется, должен быть какой-то сквиз вверх. Хотя может быть низ. Ладно, нет, эту монету я не особо понимаю. Тут мы ждем. А тут у нас все отлично идет. Как я и говорил, сейчас, возможно, первая остановка на зеркальном уровне. Как-то начнут тут заманивать, лонговать. Если остановки не будет, то вот есть какой-то вот второй уровень, там наклонный уже тут зона сопротивления. Короче, очень много точек, где можно начать заманивать толпу в лонг, так как вот был общая тенденция, направленная вверх. Люди любят лонговать, точнее не лонговать, а торговать по тренду. Тут была вот первая остановка, перехай, там цена снова остановилась, перехай. Явный такой коридор можно нарисовать. И по уму вот здесь остановить и еще немножко загнать лонгистов. И только после этого выбить вот здесь стопы. Кстати, вот здесь может закрыть небольшую часть. Мало ли. Вот, кстати, 14,90. Давай так и сделаю. Так и сделаю.
Так и сделаю. Так, сколько у меня? 655. Наверное, 255. Половину почти. Ну, в принципе, соотношение хорошее. Давай закрою 255. А на пробое 90. Давай вот здесь где-то. И вот, кстати, снова немножко сбилось не так красиво в долларах. Хотя на этой монете давайте оставим. Если закрываюсь, то я закрываюсь в монетах. Поэтому давайте монеты оставим. Если я здесь закрываю 255, то здесь нужно 400 выставить. 400. Может вообще безоткатно просто полететь вниз, но шансы на это крайне малы. Так. А что это тут такое происходит? Просто резкие какие-то падения. И мне такое нравится. Каваи. Фхэ. Какое-то фхэ. Ладно. Так, вот вместо этого я открою каву. Блять. Кава. Кава. Ой-ой-ой-ой. Круто, круто. Пахнет быстрыми сделками. Это я люблю. И за этой монетой я наблюдаю. Это кава. Тут я зайду в лонг. Тут я зайду. Нет, так как, кстати, очень долгое накопление было. Прям очень долгое. Сколько? 49 баров, почти час. То 2,8, я думаю, ее должны пробить. Так что буду заходить только ниже 2,8. И вот здесь, наверное, открою в Х. В Х оно вообще летит. Нужно быстрее смотреть. Нужно быстрее смотреть. Так, ой-ой-ой, на минимумах. Вообще есть какие-то на часовике? Вот, кстати, пробиваем, да? Или уже пробили? Уже пробили. 79. Мгм. Но тут будет страх, тут будут жестко искать точки входа в шорт люди. Посмотрим. Тут мы ждем. Тут такой же, как вот это в Х, но только не было второго импульса вниз. Напоминает вот эта ситуация, то, что мы смотрим вот здесь. Такие же всякие были импульсы вниз, даже вот более наглядные примеры. Ну, в принципе, да, вот здесь типа был импульс вниз, остановка, и цена остановилась, двигается. Тут прям на каве моментально, только что было буквально, сколько это, меньше 10 минут назад. А тут-то мы смотрим. Так, нужно посматривать под скринеры, потому что иногда вот такие случаются какие-то быстрые проливы, быстрые движения цен, которые можно хорошо отторговать. Именно на таких импульсах, на быстрых движениях часто люди руководствуются эмоциями, а не опытом, там, статистикой и все остальное, потому что пробиваются все уровни, нету нигде за какие уровни ставить стопы и остальное, и начинается просто лудомания у людей. Так, тут все отлично. Кстати, если я закрываю 1/3, это примерно доллар. Вот здесь доллар, и вот здесь 2. То есть в сумме у меня
1 к 3 где-то получится. Отлично. Так. А по объемах, Эти монетки, кстати, в топы по объему не вырвались. Наверное, они не такие вообще популярные. Ну, понятно, не такие популярные, как Solana, Peppa, Доги. Так. Объем 1,7 миллиона. Объем 7 миллионов. Ладно, смотрим. И, в принципе, я так неплохо отобрал монет. Я делаю не очень прям много сделок в день. У меня в среднем примерно сделок 5. Если прям очень много есть желания, мотивация торговать, то там и больше. 10 сделок в день. Это если прям торгую по стратегии, не нарушаю какие-то правила. Но если нарушаю, то там летят одна за другой, и в большинстве случаев теряются деньги. Но со временем это у меня чуть-чуть уменьшается, скажем так. Интересно, а что тут по процентам, кстати? Мало, 0,5%, вот тут движение какое-то. Вкатайся же ты. Так, и пятая монета, вот это. Ну, она быстро, она много летает, да, по процентам? Да, 2,5%. Кстати, как я говорил ранее, здесь люди ищут, как мне кажется, будут искать точки входа в шорт. Но по-хорошему нарисовать бы еще какие-то страшные ситуации, чтобы сомнений не осталось, потому что вот здесь, кстати, была какая-то такая ситуация, было резкое движение вниз. Ну, тут, кстати, не такое еще и оно резкое, тут это ж часовик, это прям часами оно длилось. Но после этого цену откупили. Так что здесь люди тоже могут подумать, что после движения вот в эту ценовую зону, скажем так, 79, также может начаться рост без отката вверх. Посмотрим. Посмотрим. Фух. Вот здесь. Мне нравится вот здесь тот факт, что все резкие движения цены вниз откупаются. Тьфу, блин. Мне нравится, что вот здесь все резкие какие-то импульсы вверх, они быстро распродаются. Вот здесь был какой-то импульс, как будто бы началось там движение какое-то вверх или будет потенциально, оно сразу распродалось. Вот здесь импульсное, например, или здесь импульсное движение, откат, импульсное движение, сразу все попускается, скажем так, и по теханализу, по всему, что люди знают, по идее, можно сделать выводы, что покупатели не такие сильные. Есть большой шанс, что начнется дальше продолжение движения вниз, падение и остальное. Будем ждать и смотреть. ЛПТ, кстати, на хаях. Мне такое нравится.
Но и так очень много уже графиков, за которыми я слежу. Мне просто кроме самого слежения за графиком нужно еще и держать в голове основную логику, почему так цена именно идет. И чтобы я мог быстро принимать решения, быстро переключаться между графиками, мне нужно очень много монет смотреть, потому что я такой, типа, могу просто элементарно как-то ошибиться на быстрых движениях. И нужно все по очереди смотреть. Так, здесь. Вот тут, кстати, даже у меня начинает закрадываться сомнение, что а если сейчас не пойдет она вниз, а если вот без отката пойдут вот собирать на 83 стопы, такое тоже может быть. Но в таком случае я просто в любом буду рад, в любом случае буду рад, что логика, анализ был правильный, просто точку входа я не дождался, точнее не то, что не дождался, а не дало оно мне точку входа, я не зашел. Но в большинстве случаев, кстати, вот такие, когда даже у меня закрадывается сомнение о правильности какого-то анализа, правильности там точки входа и остального, то в эти моменты лучше всего делать все наоборот. Ладно, я как-то плохо это сформулировал, но ничего. Так. М. Давай, покажи. Будем ждать. Так. Будет очень иронично, если именно вот здесь я начал озвучивать сомнения, что я уже не уверен, что она пойдет на 2,8. Возможно, сейчас полетим. И именно с этой точки мы пробьем 2,8. Это будет очень хорошо. Так, смотрим. Это что такое? А, это мой профит. Блядь, вообще кайф. Безоткатно она решила пойти. Круто. Я не удивлюсь, если сейчас снова будет какое-то резкое движение вверх. Так, а по. Я могу увидеть статистику, сколько мне эта сделка принесла. Статистика. Так, ладно, я не в том окне открыл. Это что за монета? ICE. Вот она, продажа. Пункты, чистая прибыль 2,2 и 0,96. Ну да, чуть больше $3. Чуть больше 3, один, который он взял. Хорошо. Мой торговый баланс сейчас... Я начал торговать где-то дня 4-5 назад, именно вернулся на Тайгер. Перед этим я крутил бэкпак, там поинты, закинул $100 и продолжаю торговлю. Примерно уже 8 лет, как я занимаюсь трейдингом. Там поначалу это был просто теханализ, какие-то, ну, не прям торговля на бирже. Это был чисто теханализ, какие-то бинарные аукционы, еще что-то. Но тогда я уже начал разбираться с графиками, с логикой, почему цена так ходит и как бы начало моего пути, как я считаю. Примерно
не знаю, лет 5, может 6, тупо терял деньги. А сейчас уже года 2 в нуле где-то торгую. Просто так немножко заработал и все слил на эмоциях, на каких-то нарушениях правил. И иногда даже сливаю чуть больше, чем зарабатываю. Потому что там завел деньги, начал торговать, уже профит, уже вывожу прибыль. А в какой-то момент начинаю нарушать все свои правила, просто даю слабину. И, и все, теряю то, что заработал. Но в любом случае я этим буду заниматься, думаю, большую часть своей жизни, поэтому тут у меня точно все получится, у меня даже нету никаких малейших сомнений. Так, так, тут ждем еще точку входа. Тут также просто интересно, а вот здесь у меня интерес к этой монетке уже пропадает. Цена замедлилась. Ты ж, я люблю быстрые движения после вот таких резких падений. Мне нравится, когда цена быстро движется, а тут вот сколько? 1%. Это было сколько? 15 минут. Просто без отката, очень маленькими свечками. Короче, такое не сильно приятно торговать. И опять же, я ищу ситуации, в которых, как мне кажется, я понимаю, куда заходит большинство людей и торгую против них. Опа, импульс. Кстати. Очень классно будет, если его, сколько тут, 50%, примерно вот это вдарит, вот это. Кстати, стопы, если стоят, то за 42,50. Круто будет, если здесь стопы не выбьют шортистов, и мы пойдем резко вниз. Именно поэтому тут могут еще по той же логике, как и в предыдущем графике, начать шортить. И потом уже вот здесь где-то я зайду и примерно процентик полтора возьму на лонговой позиции. Ну, кстати, потому что я смотрю, походу так не будет, просто сейчас будет больше движения вверх. Но не факт, посмотрим. Тут мы до сих пор ждем. Эту монету можно уже не смотреть. Эта цена тупо остановилась и пошла вправо. Ай, это база. Просто. То она летает в минуту 3%, то она за 5 минут и процент пройдет. Интересно. Кстати. Если вот этот рост покажется таким слабым, его начнут жестко выпродавать, возможно, здесь начнут заходить в шорт. Я просто озвучиваю свои мысли, я их могу менять по ходу развития графика, и анализ будет меняться. Потому что постоянно какие-то новые данные поступают, скажем так. И от этого может меняться логика и точка входа. Так, монету 4 пока перемещу подальше, потому что мы ее не смотрим. У нас пока и первый, кстати. По факту я сейчас смотрю только за вот этим, а за вот этим я уже ее с собой не буду смотреть. Тут она уже начала движение. Так, ну процент прошло, нет? Так, а ну-ка, процент где? Процент аж вот здесь. Прям на низу мало кто заходил. Поэтому странно. Странно, я не уверен, что вот здесь выбили всех шортистов. Возможно, кстати, за 42,5 много стояло, как я говорил. Возможно, кто-то вот здесь поставил за вот эту тень.
Также могут перезаходить, если много зашло реально в шорт, могут вот здесь где-то перезайти. Ну, посмотрим. Мне очень хотелось бы вот в этой сделке поторговать. Кстати, почему он там начал двигаться? Биток случайно не... Ё-моё. Кстати, что-то биток вверх не двинул. А биток немножко откатывается. DeFi какой-то. DF. Давай посмотрим и на эту монетку. Так, фу-фу, просто остановка на самом дне. Сколько процентов тут падения? 25. Это, блять, это за минуту? Это за 2 минуты. Это 5% просто вот, блять, в минутке. Тут нужно очень осторожно. Тут я могу много денег потерять, если я объем неправильный подберу. Очень большие движения в минуте. Я торговал такие сделки, но тут часто я сидел в больших просадках перед тем, как забрать большой профит. Поэтому тут нужно или очень долго ждать точку входа, или вообще не лезть сюда. Больше часа остановка здесь. Эх, блядь, без меня. Ну ладно. Я бы забрал бы здесь процентик бы свой. А, ну да, пробило. Я бы забрал бы здесь свой процентик. Ну да ладно. Кстати, уже несколько раз себе говорил, если вот такие, кстати, ситуации и очень долго стоит, примерно оно могло вот здесь там пробить уже там 2,8 или еще что-то, но еще очень долго стоит на месте, то у меня складывается такое чувство, что даже те, кто сомневались, кто зашли в шорт именно вот здесь где-то, то они просто спустя время уже заходят, думают, ну пусть будет там точка входа и даже чуть лучше. Так что, возможно, она так. Возможно, это я себе придумываю, но очень часто, когда я что-то так анализировал в похожих ситуациях, просто ждал точку входа, а цена стояла намного дольше, чем я думал. Просто безоткатно, без этих просадок пробивала в мою сторону. Ну ладно. В любом случае, анализ был верный. Большинство заходило в шорт. Да, я не заработал, ну да ладно. Тут процентик выбили. Все. Это тоже уже не актуально. Чем у меня осталось? Только вот это волатильное. Ну и вот это, кстати, то, что я еще говорил. Ну, мне бы хотелось здесь бы больше какое-то плавное движение, не резкие падения, а такое вниз. Ладно, посмотрим. Что тут больше? Блин, это просто монеты сами от себя начали падать или что? Эфир, биток стоят. Это что-то у них там происходит. Новости какие-то выходят. Или что с альтой происходит? Хм. Ладно, осталось у меня первая, пятая монета. Затем я смотрю. Две монетки и, наверное, буду заканчивать, потому что посмотрим сейчас, как они будут двигаться. Но я думаю, это еще минут 20. Если ничего интересного происходить не будет, то может и меньше. А если будут точки входа, то может и дольше. Вот здесь, вот здесь.
Зашел в лонг. Зашел в лонг. Стоп, стоп, стоп. Стоп, мне 1% должен быть. Вот тут. Посмотрим. Примерно 1 к 1 я планирую здесь взять где-то $1. Чисто потому, что такие большие движения, и цена начала поджиматься вниз. Те, кто любит торговать быстрее такие монеты, они, по идее, вот здесь просто могут зайти. 2% для них. А 2% это, кстати, ликвидация 20-го плеча. Плюс-минус на биржах. Поэтому... Есть какой-то... Давай сейчас посмотрим, если вот здесь примерно точка входа. 2% это будет 80... 38. Вполне реально взять 38. Даже может просто импульс быть к тому движению. И закрываюсь, как я и говорил, я закрываюсь монетами и лимиткой. Вот тут вот поставим. 1 к 1 тоже будет неплохая. Это чисто быстрая такая спекулятивная сделочка, если закроет меня. А если сейчас начнет вкатывать, и вот здесь примерно еще немножко подержится и начнет снова подрастать, то я, возможно, зашел бы еще на $50. А мы пусть оставим бы. Закрой. Закрыла. Все, отлично, быстрая сделочка. Выбили вот здесь шортистов, когда заходил. Так, что тут у нас? А, вот. Кстати, вот. Хорошо, что я здесь не заходил в лонг. Так как мне ж тогда не понравилось, что цена чуть быстрее начала двигаться, чем я думал. Ну и ладно. Кстати, возможно, я здесь даже бы зашел в лонг, именно вот здесь. Потому что тут начал какое-то замедление быть. Ну, не знаю, не увидел, и хорошо. А будет ли вот вкат и просто установка вот здесь? Если вот здесь снова остановится, то тут бы еще люди перезашли в шорт. Опа, какой это уже процентах 3,5%. Я взял 2. Интересно. Но если сейчас вкатается вот сюда, одной или двумя свечами, то логика сохранится, и те, кто заходили вот здесь, могут зайти еще раз, так как какой-то там нисходящий могут нарисовать себе канал, и подумает, будет пробой вот этого значения, потому что с какой смысл цене подходить сюда и разворачиваться снова вверх. Будут заходить на пробой, если вот сюда цена подойдет. А если нет, то, наверное, буду закругляться. Если сейчас как-то лупанет, там вот сюда где-то под 0,4, то закончим на этом торговлю. Посмотрим сейчас. Ну, я думаю, и по длине этого видео, там сколько... Вы уже понимаете, будет ли здесь сделка или нет. Я думаю, если хотя бы минут 5 еще, то сделка будет. Но что-то она идет вверх. Что-то она идет вверх. Давай, ты ж можешь одной свечой вот сюда подойти. Так, чтобы люди обосрались и начали заходить в шорт. Давай, давай.
Думаю, еще 2 минуты нужно подождать. Так, тут замедляться не нужно. Если тут цена будет замедляться, то люди прямо здесь захотят зайти в шорт. Хотя, кстати, возможно, если себе вот такой канал, кто рисовал, они и вот здесь перезаходили те, кто шортил, то поэтому и понимаю логику, если она дальше пойдет. Давай. Так, ладно, тут пока что сейчас посмотрим. Тут у нас ничего, дальше пошла цена. И тут-то. То, что будут выбивать еще и лонгистов. Это имеет место быть, но такое не часто тоже случается. Может быть и распил, но все же я тут больше отношусь к тому, что цена пойдет дальше вверх. А тут, кстати, вот после того, как по профиту закрыла, я же говорю, я не удивлюсь, если сейчас просто будет откат. И цена полетит вверх. Что тут у нас? Ну все, 4. Эта ситуация уже для нас неинтересна. Могут что-то интересное еще нарисовать, но, наверное, буду закругляться. Чуть позже еще сяду поторгую, но именно эта торговая сессия будет закончена. Так, надеюсь, что-то полезное для себя узнали. Вот так я сейчас торгую. Сейчас какое? 4.06.25. Ну, все. Всем пока.